Привет, Слава. Подскажи, как формулировать смыслы кратко и делать это быстро? Как это тренировать и какой подход лучше использовать? Значит, Иван хочет формулировать смыслы кратко и быстро. И как это тренировать? Это сложный навык, потому что, ну, просто надо понимать, что за ним стоит, Иван. За навыком формулировать смыслы стоит глубина понимания того, что происходит в жизни. Понимаете? И чтобы их формулировать, их же надо видеть. А как их увидишь? Как вы можете сформулировать смысл того, что происходит, если, например, вы не научились, не затратили определенное время, там, усилия, чтобы просто их видеть? Мне недавно один человек задал вопрос, на который я не мог ответить, наверное, минут 15. Я сидел и думал. Он сказал: Слава, я пересмотрел кучу твоих видео, и ты в каждом там говоришь: вот это самое сложное, вот это там это самое трудное, вот здесь это как бы нужно максимальные усилия. У тебя в каждом видео что-то свое. Ты говоришь, вот самое сложное в этом, самое сложное в этом. А ты можешь сказать, что реально самое-самое сложное для человека на пути саморазвития? А то у тебя в одном видео звучит так, в другом так, в третьем так. Ну, и я ему сказал, что у меня звучит по-разному, потому что в разном контексте, с точки зрения разных задач, возникают разные барьеры. Но вот глобально, вот человек решил заняться изменением своей жизни. Что самое сложное будет для него? Я довольно долго думал, и я понял, что самое сложное. Самое сложное – это реально увидеть то, что есть. То есть увидеть жизнь такой, какая она на самом деле есть. И самое сложное в ней увидеть именно неумолимость. Неумолимость жизни. То есть, что вот все, что происходит, тут много чего, оно безвозвратно, понимаете? То есть нет шуток никаких на тему жизни. Вот реально годы пролетели, там 10 лет пролетело, а ты провалял дурака, например. Ну все, больше ничего не будет. Не будет второго шанса, не будет второй жизни, не будет еще 20 попыток перепрожить эти 10 лет. Есть попытка прожить по-другому следующие 10 лет. Это есть. То есть в этом смысле жизнь оставляет много возможностей. Но прожить снова секунду, которая только что прошла, нет такого шанса. А большинство людей, как мы видим, как мы наблюдаем, и я причем тоже к ним отношусь на самом деле. Ну, в силу этой же причины, да, то есть я тоже как бы, понимая все вот эти вещи, до сих пор не допрожил вот это вот, ну, насколько жизнь неумолима. Так вот, большинство людей, как мы видим, они больше заигрывают с жизнью, да, то есть они не живут по полной, они чего-то ждут. Они ждут какого-то шанса, они ждут, что проблемы решатся сами собой. Там многие ждут, что придет энергия или настроение, что кто-то о них вспомнит, и кто-то о них подумает, и кто-то им поможет. Что жизнь им подскажет, что у них с жизнью особое отношение. Что все вот это все, а я особенный или я особенная, и у меня будет что-то, вот для меня приготовили что-то великое. А жизнь-то в это время, песок-то, ну, течет, да, утекает. Песок времени, я имею в виду. И человек вот сидит в этом, и сидит, а потом вот он когда хватается, там кто-то в 30, кто-то в 40, кто-то в 50. И уже оценивает, сколько позади, сколько впереди, и как много потеряно, а никакой сказки-то не произошло. Никакой сказки не произошло, а если вы видите, что у кого-то сказка, то вам надо очень хорошо посмотреть, что за ней стоит. За ней стоит, как правило, огромный труд. Или очень серьезный навык. Или очень большая боль. Либо огромный труд, либо навык, который прокачался, ну вот, прокачивался годами, пусть и не огромным трудом, но годами, либо огромная боль. А просто вот сказки не бывает вообще. И самое сложное – это увидеть реальность. Реально вот посмотреть на то, что есть. Увидеть, как оно действительно происходит. Что нету никаких там, никакого волшебства, никто не будет с тобой заигрывать. Ты просто, вот у тебя есть время, твой век, ты чело на век, да? Голова на 100 лет. Вот как эта голова сработает, вот реально так ты и проживешь. Все как бы. И если ты не запарился, то все, что ты проживешь к концу своих дней, это осознание чудовищности того, что ты с собой сделал.
Что ты мог А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, ну и так далее. Да весь алфавит, да? Ну, а было только А, и все. И все. И тут ты задаешь мне вопрос. Слав, как сформулировать смыслы кратко? Ты попробуй увидеть их, чтобы сформулировать. Ну, просто вот я так и не научился даже до себя донести силу реальности. Вот что реально происходит. Сколько возможностей есть вокруг, а ты сидишь занят какой-то ерундой. Смотришь там, ну не знаю, какие-нибудь неинтересные вещи в интернете там или по телевизору или еще что-то. Ну, вместо того, чтобы вот окунуться во все это, вместо того, чтобы прожить это, пропустить это через себя, ну, когда начинаешь об этом думать, начинает просто вот так вот трясти. Поэтому первое, что бы я хотел отметить в ответе на твой вопрос, чтобы смыслы формулировать, надо сначала их увидеть. Что происходит? Ведь мы все рассказываем себе историю, не ту, которая есть. Чтобы увидеть ту, которая есть, ну, вот у меня это называется поиск игры, да, то есть чтобы я показал, в каком сценарии ты на самом деле находишься. И то все равно ты его головой как бы, ну, осознаешь, да, но прожить его все равно это очень-очень сложно. Хотя тоже возможно. Поэтому первая задача это увидеть. И чтобы увидеть, надо иметь две вещи. Надо знать свой факт, да, то есть надо смотреть на факт. Не куда-то там в голову, да, вот я, например, хожу в голове и думаю, что я там, ну, условно, да, допустим, я успешный молодой человек, да, там что-нибудь в этом роде, в современном мире, в современном городе. Ну, а если, например, начать смотреть на факт, вот, взять все сферы жизни, объективно их оценить, проставить циферки, раз, и вместо коучингового колеса появляется какая-то коучинговая другая фигура, непонятно. Там нет колеса, потому что там в одной сфере 1, в другой 10, в третьей 5, да? И ни о какой речи об успешности по жизни вообще не идет. Может, там по одному параметру, по деньгам, например, идет, а по жизни не идет. А почему человек находится в состоянии внутреннем, он себя гладит и рассказывает, как у него все хорошо? Потому что он не смотрит на реальность. Он там качнул, например, сферу денег, да, она у него пошла, он смотрит в нее и радуется, а на остальные не смотрит. Поэтому, чтобы формулировать смыслы, первое, что надо начать делать, надо начать смотреть на факт. На факт. Понимаете, ужас в том, что тело, вот это вот, ну, наше, оно живет во вполне конкретном мире. В этом мире оно медленно умирает. Ну, начнем с этого, да, то есть ему дано 100 лет прожить. Еще не, ну, там, много чего может пойти, много как, да, но в принципе расчет на 100 лет. Оно понимает, что оно стареет, оно с возрастом теряет силу постепенно. Оно накапливает всякий груз там непрожитых обид, эмоций и прочего, и напряжений. Оно понимает, что его может там стукнуть, уколоть и ущипнуть любой другой человек. Оно живет в мире, где, ну, тело это животная составляющая в человеке, да, то есть оно живет по законам животного мира. Ты там попу поднял, место потерял, да, всем известная с детского сада поговорка. Ну, то есть, если не ты, то я, то, ну, это животный мир, работающий на ранжировании. Тут нету пощады. Тут нету никаких заигрываний. Это тело живет в очень реальном мире, где пространство постоянно насыщено возможностями и угрозами. И тем, и другим. А голова при этом у человека может жить вообще в другом мире. Она может жить в мире, где все действует по закону, по справедливости, все правильно, есть люди хорошие, есть люди плохие, я хороший человек, а вот это плохой человек. То есть вообще нет связи между этими мирами. Если это тело прекрасно знает, как что устроено, и оно начнет поскальзываться и автоматом руки подставит, оно все время на стреме, в плане что как пойдет, то голова вообще, ну, голова может летать в космосе и может не заметить, как тело падает. Может не заметить, что тело проголодалось. Вот это есть проблема, которая стоит за формулировкой. Они живут в разных мирах, эти две сущности, тело и ум. Только через их соединение человек может начать чувствовать реально, ну, реальность вот такой, какая она есть.
Для этого еще раз надо смотреть на факт. А как на него посмотреть? Вот как на него посмотреть? Ведь чтобы увидеть факт, на самом деле надо сделать очень серьезное упражнение. Вот, например, человек говорит, я зарабатываю $1000. Ну и это мой факт, да? Вот люди называют вот это фактом, но это не факт. Это просто цифра. Это просто число. Тысяча долларов. Это просто число. Это не твой факт, потому что факт это то, что содержит трезвую оценку. Человек говорит, ну я всегда мечтал зарабатывать $500, а я зарабатываю 1000, я счастлив. Но это не твой факт. Это то, как ты себе нарисовал это. Твой факт в другом, что ты живешь сегодня в мире, там, например, со средней зарплатой. Можно так посмотреть на факт, да, что ты живешь в мире, где средняя зарплата, например, там в городе $800, а ты получаешь 1000. Можно так посмотреть, да. И тогда твой факт выше среднего. А можно посмотреть по-другому. Ты живешь в мире, где можно, не знаю, там ездить на Porsche Cayenne и 3 раза в году отдыхать где ты хочешь по всему миру со всей семьей. И детей в Оксфорд отправить. А ты зарабатываешь $1000. Ну и вот твой факт. Ну то есть вопрос, так понимаете, какой? Нету таких фактов, что я заработал столько, я сделал вот это, я отжимаюсь 3 раза, там, ну и так далее. Ну это все бессмыслица, это не факты. Это не факты. То, что люди обычно называют фактами, это не факты. Твой факт это то, что ты делаешь из того, что ты способен. И из того, что сегодня предлагает мир. Вот это был бы факт. То есть, ну, ты рожден как существо человеческого рода, мужского пола. И находясь сейчас в расцвете сил, да, ты в принципе способен жить, ну, определенной жизнью. Ты для этого рожден. А живешь ты вот так. Вот это твой факт. А жизнь позволяет жить вот так. Но дальше все упирается в то, а что мне дано, а что не дано. Ну, то есть смысл того, что происходит, его настолько сложно нащупать, что никакие цифры не помогают, никакие измерения не помогают. Помогает только глобальное, реально глобальное видение всего. Когда ты понимаешь, как устроен мир на макроуровне, вот это страны, вот что между ними происходит, внутри этих стран есть люди, есть ранжирование между странами, есть внутри стран ранжирование между людьми, есть на это наложенная какая-то особенность времени, что сегодня время позволяет вот это не позволяет, вот тут акцентировано, вот тут не акцентировано. И когда ты внутри огромной картины находишь себя и понимаешь, что вот это мир сегодня, а вот я. Вот это позволяет тебе видеть смыслы того, что с тобой происходит. Отсюда и метод, да, то есть если как бы говорить про шаги, то первый шаг это увидеть глобальную картину вообще, что есть жизнь сегодня, что есть жизнь человеческого существа, рожденного в определенной стране в 21 веке. Вот что она из себя представляет, что ему дано, что ему не дано, что ему разрешено, что ему запрещено, какой он в своей общности с другими и в отличие от них. И внутри этой макрокартины найти уже себя со своим текущим результатом и увидеть себя на фоне вот этого вот, скажем так, максимально объективно нарисованного рисунка. Вот это будет твой факт. И он покажет тебе смысл того, что вот что ты с собой сделал вообще. Где есть мир в данный момент, в точке пространства и времени. И в этой точке ты внутри мира. Ну, я не знаю, я думаю, что я очень путанно это объяснил на самом деле. Но просто, чтобы ты как бы увидел, как я смотрю на этот вопрос, ну, это вот так. То есть у меня нет возможности, с моей точки зрения, в формате ответов на вопросы рассказать тебе, как видеть смыслы, кроме как вот показать тебе, что увидеть смысл это означает увидеть большую картину и начать постепенно ее сужать и спуститься прямо до микроуровня. До микроуровня. И когда ты видишь на всех слоях, все слои, вот тогда ты понимаешь смысл того, что происходит. Вот два человека разговаривают, да, и там, я не знаю, женщина кричит на мужчину, например. Вот что, в чем смысл того, что происходит? Кто-то скажет, проясняют отношения. Кто-то скажет, что в силу того, что мы на определенной стадии развития общества, женщина в правах в семье сравнялась с мужчиной, ну, происходит как бы отработка модели отношений между мужчиной и женщиной в условиях нового времени.
Да? Это же тоже правда. Тоже правда. Кто-то скажет, что они не могут попилить 100 рублей, что на них купить. Какую бутылку пива. Кто-то скажет, что ее в детстве напрягала там мама, и она в определенных ситуациях начинает срываться на мужа. И это все смыслы, и они все верные. Вот ты как сформулировал вопрос свой? Да, сформулировать смыслы кратко и делать быстро. Но это же все смыслы, вот то, что я сейчас перечисляю. Они ни один не противоречат другому. Вот у меня на канале там, уже, не знаю, несколько сотен видео с ответами на вопросы. И мне люди дают такую обратную связь, что очень сложно разобраться. Ну а что я могу сделать, если реально системное видение – это видение на всех уровнях? Это видение с точки зрения страны, с точки зрения мира, с точки зрения особенностей времени, с точки зрения отношений мужчины и женщины, с точки зрения конкретных мужчин и женщин, с точки зрения их прошлого, с точки зрения их будущего, с точки зрения их текущей ситуации, и более того, с точки зрения микроуровня, то есть что конкретно, какая эмоция у нее работает, с какой там сейчас конфликтует, почему у нее это вылилось в поведении в виде крика, и на какой триггер это сработало. Только видеть все эти слои одновременно является пониманием смысла. Потому что если у вас какой-то слой выпадает, то вы не видите картину. Вы видите свой кусочек, там смотрите в замочную скважину на реальность. Но реальность вы не видите. Вы как рыцарь, у которого, знаете, вот эта вот полоска тут такая, да? У него там ни выше, ни ниже, ни справа, ни слева. Вот есть враг, есть копье, и все, да? Очень узенько. Поэтому видеть смыслы, вообще, что такое мыслить системно? Это растянуть свои мозги на все, на максимальную ширину, на максимальную высоту, да. То есть видеть много слоев во времени, много слоев в пространстве, микроуровень, макроуровень, со всех сторон. И вот там, где все они пересекутся, то есть видеть все эти оси, да, и точку их пересечения, вот это будет смысл. Но прикол в том, что когда ты видишь вот этот смысл, его очень сложно выразить. Потому что это настолько объемно, ты же видишь это и так, и так, и так, и в глубину, и в ширину, и в высоту, и справа, и слева, там, и сверху, и снизу. Что когда ты отвечаешь на вопрос, ты всегда, у меня всегда эта проблема. Я не знаю, с какого бока его раскручивать. Да, с макроуровня или с микроуровня, с такого или с сякого. Это всегда сложность. Это всегда сложность. Но за счет этого другой эффект достигается, что ты на один и тот же вопрос можешь ответить 25 способами. Но тем не менее, это всегда сложность. Поэтому упражнение, которое тебе надо делать, это практиковать это, да? То есть ты берешь вопрос и начинаешь анализировать его с точки зрения, совершенно разных фильтров. Как это во времени, как это в пространстве, как это на микро, как это на макро, как это с точки зрения людей, как это с вот этой, как это с вот этой, как это внутри, как это снаружи. И когда ты понимаешь, вот это ты сформировал такой, как будто ты просветил прожекторами со всех сторон. Вот это будет давать тебе объемную картинку. Ты реально будешь видеть то, что происходит.